Привет, дорогие мои! Собираем урожай кофе. Видите, здесь имеются как более старые ягодки, которые давно уже висят на веточках и даже успели высохнуть, так и более молодые, вот такие. И, кстати, в этом году я обратила внимание, что соцветия становятся гуще и более плодовитыми. Вот смотрите, возле каждых двух листиков образуется вот такое семейство сначала цветков, а потом и ягод. Вот такие кофейные ягодки кофе. Прямо в плодовой оболочке. Кстати, плодовая оболочка также считается целебной и полезной. И называется она каскара. И напиток из нее также называется каскара. Это кофейный чай. И на родине выращивания кофе он ценится ничуть не меньше, чем сам кофе, а стоит, а то и даже дороже. Итак, вот еще. Смотрите, какой богатый урожай кофе. И кофе характерен тем, что он плодоносит в течение круглого года, потому что цветки образуются не только весной, но весной, конечно, основная масса, но и летом, и осенью кофе продолжает цвести и давать плоды, ягодки. И вот видите, их здесь так много. Почему? А потому что моему деревцу уже много лет, оно набрало силу и может выносить вот такие гроздья. 1, 2, 3, посчитать, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, но эти еще созревает, зеленый кофе. Кстати, давайте сорвем зеленый чай прямо из зеленого кофе, очень полезен. В нем находятся все необходимые вещества. И, кстати, от такого чая человек худеет. То есть идет активное сжигание жира. Этого кофе хватит мне для того, чтобы побаловать себя в течение некоторого времени и угостить своих знакомых. Домашний кофе – это ни с чем не сравнимый полезный напиток, из которого не выкачаны все полезные вещества. Я не обжариваю кофе, поскольку при обжарке образуются вредные вещества. А кофе – это самое лучшее средство от болезни Альцгеймера. Так что будьте здоровы и собирайте урожай вашего кофе. Когда кофе цветет, это ни с чем не сравнимое зрелище нежных цветков и аромата. Аромат кофе цветущего похож на аромат жасмина. Вот. И его цветы очень красивые. Цветет кофе недолго, каждый цветочек дня 2, наверное, но зато цветение продолжается практически круглый год. Может быть, месяца 3 кофе отдыхает от цветения, а потом опять бурно начинает цвести, как только наступает весна и первые лучи солнца прогревают достаточно хорошо. А здесь вот прямо целое гнездо кофе на крупных ветках. Кофе плодоносит очень активно. Смотрите, сколько здесь ягод.
кофе. Правда, они уже успели подсохнуть, но в этом нет ничего страшного. Перемолов на кофемолке через мельницу, я просто завариваю кофе как чай. Ну а вы можете кофе обжарить, сняв его оболочку верхнюю. Обжарить кофе и сварить вкусный ароматный напиток. Кстати, это кофе сорт арабика. Вот такой прекрасный урожай кофе у меня получился. И мы можем отведать этот прекрасный напиток. Тонкий аромат свежего кофе, только что снятого с дерева, ни с чем не сравнится. Вкусно!